К сожалению, наша кожа практически беззащитна перед воздействием прямых ультрафиолетовых лучей. Солнечный ожог. Что же это такое и как с ним бороться? Здравствуйте, мои хорошие. Солнечные ожоги – это повреждения кожи, вызванные чрезмерным воздействием на нее солнечных лучей. Ожоги, которые человек получает на ярком солнце, точно такие же, какие можно получить, случайно прикоснувшись к открытому огню или кипящей жидкости. От обычных ожогов они отличаются только тем, что вызываются воздействием ультрафиолетового излучения. Любой солнечный ожог дает знать о себе не сразу, а спустя полчаса-час. Максимально симптомы проявляются через 12-24 часа. Отшелушивание обгоревшего слоя кожи начинается на 4-7 день после солнечного ожога. Обязательным его проявлением считается покраснение кожи разной степени, от легкого до выраженного. Солнечные ожоги легкой степени проходят без серьезных последствий. Тяжелые солнечные ожоги приводят к образованию длительно незаживающих дефектов кожи, эрозии и язв. Уже спустя несколько часов после пребывания под прямыми солнечными лучами могут появиться признаки солнечного ожога. К ним относят боль в пораженных участках кожи, покраснение, припухлость, пузырьки на коже, головная боль, слабость, повышенная температура тела. Помощь при солнечных ожогах имеет крайне важное значение для сохранения здоровья пострадавшего человека и состоит из охлаждения и увлажнения поврежденных участков тела, а также принятия средств, предназначенных для снятия болевых ощущений. Далее ожог от солнца, волдыри и прочие проявления требуют лечения в зависимости от глубины и типа поражения кожи. Первая помощь для покрасневшей и воспаленной кожи – это влажный компресс. Он поможет снять боль и увлажнить кожу. Его следует держать на пораженных участках от 15 до 20 минут. Рекомендуется также по возможности принять ванну с водой комнатной температуры. В общем, существует 3 основных правила, которым нужно следовать при лечении от солнечных ожогов. Первое. Следует оберегать поверхность кожи от проникновения бактерий и прямых солнечных лучей. Обработайте пораженные участки специальными примочками из антисептических средств. Например, фурацилин, хлоргексидин, слабый раствор марганцовки. Второе. Следует охлаждать кожную поверхность для устранения боли. Для этого прекрасно подойдут компрессы и примочки обыкновенной чистой холодной водой. Можно использовать сок алоэ, охлажденный черный чай с кубиками льда, огуречные и томатные соки. Третье. Чтобы предотвратить шелушение и отслоение верхнего слоя кожи, необходимо ее обрабатывать питательными составами. Раствором витамина Е, экстрактом ромашки и календулы. Хорошо снимает воспаление кожи пантенол 911. Для уменьшения болевого симптома и снижения небольшого поднятия температуры тела можно применять обезболивающие и жаропонижающие препараты. К примеру, аспирин, парацетамол, ибупрофен. Уменьшить жжение и зуд помогут антигистаминные препараты – диазолин, супрастин, димедрол. Очень важно увеличить употребление жидкости до 2,5 литров питья в сутки, чтобы предотвратить обезвоживание организма и пораженных кожных участков тела. Вышеописанные действия следует производить только в самые первые часы после получения солнечного ожога. Дальнейшая помощь предполагает обезболивание и защиту пораженных поверхностей от инфицирования. Чтобы обезболить пораженные участки тела, можно использовать мази, к примеру, такие как диклофенак или индометацин. При лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства, так как они дополнительно сушат кожу, что наносит дополнительный травматический эффект. Кроме этого, обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и перегружать слишком жирными кремами. Чем раньше вы заметите и чем раньше начнете лечить солнечный ожог, тем более эффективным окажется результат. Незамедлительно начинайте оказывать первую помощь своей коже, как только вы заметите легкое покраснение кожных покровов. Лечение солнечных ожогов народными средствами также поможет снизить болевые симптомы и восстановиться коже после травмы.
Кислое молоко или сметана считаются незаменимыми народными средствами, чтобы снять неприятные ощущения после солнечного ожога. Лечение солнечных ожогов народными средствами в этом случае предполагает смазывание поврежденных участков в течение часа, не позволяя средству высыхать полностью. Затем его смывают прохладной водичкой. Сок алоэ хорош тем, что доступен. Смешайте 1 к 1 сок и кипяченую воду. Пропитайте ткань раствором и прикладывайте ее 1-2 раза в день на обожженную кожу по часу, пропитывая ткань каждые 10 минут. Клубни картофеля хорошо промыть, натереть на терке или измельчить в блендере, а затем отжать сок. Им смазывают кожу или делают компрессы. Чай в лечении солнечных ожогов занимает особое место. Компресс из крепко заваренного чая рекомендуется накладывать на поврежденную солнцем кожу, поскольку он хорошо снимает боль и ощущение жжения. Заварите чай. На 1 чайную ложечку четверть стакана кипятка. Следует настоять 40 минут и процедить. Промокнуть чай ткань, обернуть тревожащий участок кожи минут на 20. Повторять 3 раза в день. Холодную квашеную капусту нанести на обожженное место на 20 минут. Повторять 3-4 раза в день. К травам, которые широко используются в народной медицине при солнечных ожогах, чаще всего относят ромашку, зверобой, кору дуба. Из них обычно готовятся отвары и настои, которые используются в виде компрессов на поврежденную солнцем кожу. Отличным успокаивающим для кожи средством служит отвар ромашки. Необходимо залить пакетик ромашки стаканом кипятка, настоять минут 30. А когда остынет, делать компресс из настоя, прикладывая кусок смоченной марли к обожженным участкам. Отвар из зверобоя используется для протираний. Столовую ложку зверобоя заливают стаканом кипятка, настаивают 15 минут, процеживают. Обожженную кожу осторожно протирают смоченным ватным тампоном. Дубовый отвар хорошо помогает при солнечных ожогах. 3 столовых ложки коры дуба залейте стаканом воды, доведите до кипения и дайте постоять минут 30. Охлажденный отвар применяют как компресс и для протирания. При сильной головной боли, тошноте, слабости, ознобе, повышении температуры и появлении на коже волдырей незамедлительно необходимо обратиться к врачу. Чтобы предотвратить солнечный ожог, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Загорать в периоды с 7 до 11 часов дня и после 17:00. Выходите под открытое солнце в очках и головном уборе. При нахождении на пляже не забывайте пользоваться солнцезащитными кремами и также настоятельно рекомендую не забывать о тени и хотя бы временно скрываться в ней от солнца. Берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!